Это случилось в один из зимних вечеров. Мы гуляли с друзьями по центру города и решили перекусить в ларьке быстрого питания. Подойдя к нему и сделав заказ, мы увидели лежащую на картонной коробке большую собаку. Решили покормить его, но собака от еды отказалась. Он выглядел очень вялым, с трудом поднимал голову и был очень худой. Но делать было нечего, мы оставили ему еду и пошли дальше. Все время нашей прогулки я думала о собаке и переживала, мы с другом решили хотя бы отнести ему молока. Сходив в магазин, мы вернулись к ларьку, но собаки там не было. Мы увидели его лежащим на ступеньках у соседнего здания. Подойдя ближе, я позвала его, пес поднялся и начал идти на мой голос, но упал со ступенек. Я поняла, что у него проблемы со зрением, и он не видел перед собой ступенек. Он с трудом смог понять, где миска с молоком, с жадностью его выпил и лег на землю. Мне было очень жаль его, но что делать я не знала. Мы решили с другом, что утром вернемся сюда на машине, и если найдем его, то постараемся помочь. Ночь я плохо спала, думая о собаке. Утром пораньше мы приехали в центр и начали искать вчерашнего пса. На прошлом месте его не было, но продавцы в магазинах сказали, что видели его сегодня. Через минут 10 мы нашли его под одним из торговых прилавков, он не реагировал на зов и уже не мог встать. Продавцы положили ему еду, но он на нее даже не смотрел. И я решила, нужно забирать его, ему совсем плохо, и он вскоре умрет, если не оказать помощь. Пес был не маленьким, хоть он и был худой дворняжкой, но ростом выше моих коленей. Мы с трудом вытащили его из-под прилавка, уложили на заднее сиденье машины и поехали в ветеринарную клинику. В этой клинике меня уже очень хорошо знают, я у них постоянный клиент с любыми животными, не один год. В этот раз они тоже были не удивлены, осмотрели собаку и достаточно быстро поставили диагноз. Оказалось, пес пострадал от укуса клеща. В связи с этим у него начались проблемы с желудком, анемия и частичная потеря зрения, и мы решили попробовать его спасти. Ему сразу сделали несколько уколов и капельницу, выписали нам лечение на неделю, дали специальный корм и капли для глаз. Мне пришлось забирать огромного пса в свою квартиру. Я назвала его Шариком. По приезду с ветеринарной клиники я обустроила ему место и искупала. Первые пару дней ему было очень плохо, он выходил в туалет только возле подъезда, его постоянно рвало, он плохо ел и в основном только пил воду. Неделю я колола ему антибиотики, давала лекарства для желудка и капала глаза. Благодаря лечению его самочувствие начало улучшаться, он начал больше гулять, проявлять интерес к окружающему миру и играться. Со зрением было еще не очень хорошо, и это было очень смешно, как он неловко бегал, врезался в людей и спотыкаясь о бордюры, при этом вовсю виляя хвостом. Жил он у меня около месяца, и мне пора было уезжать на учебу. Пес окреп, поправился, зрение частично вернулось, он уже не врезался во все подряд, и я стала искать ему дом. Один из знакомых согласился взять его к себе. У него как раз был свой двор, где наш крупный Шарик мог свободно бегать, и мы отвезли его на новое место жительства, где он сразу подружился с уже живущей там собакой и счастливо нарезал вместе с ней круги по двору. Вот так хорошо закончилась печально начавшаяся история. Шарик до сих пор так и живет в том же доме, и у него все хорошо. Подписывайтесь на канал, если вы любите такие истории с хорошим концом.